История о британце, украинке и фальшивой свадьбе за $250 тысяч. Автомобиль Джеймса подъехал к вилле Отрада. Этого момента 52-летний британец ждал несколько месяцев. Он был взволнован, когда увидел свою невесту Ирину, великолепную блондинку на 20 лет его младше. Она ждала его возле ресторана на Черноморском берегу. Неподалеку стояли, как полагал Джеймс, родители Ирины и 60 нарядно одетых гостей. Джеймс вышел из машины, и ожидавшая его толпа разразилась овациями. Был июль 2017 года, начало жаркого одесского лета. На террасе вилла Отрада с видом на море были накрыты столы. Вскоре Джеймс и Ирина произнесли свои клятвы под цветочной аркой. Но то, что должно было стать счастливым мгновением, обернулось катастрофой. Уже около полуночи Джеймс в полном одиночестве лежал в больнице. В его напиток, вероятно, что-то подсыпали. Да, он женился, но не на любимой женщине, а на организаторе свадьбы. Это история о том, как британец потерял большую часть своих сбережений и как украинская судебная система посмеялась над ним. У себя дома в Британии он никому не рассказывал, что с ним случилось, даже своей семье. Украина – одна из беднейших стран Европы. Здесь процветает индустрия знакомств. Она весьма многогранна и включает все, от платных посланий по электронной почте до личных романтических туров, когда мужчины платят $1000 за право выбрать себе перспективную молодую украинскую жену. Но Джеймс уверяет, что приехал в Одессу вовсе не в поисках любви. Он работал в британской благотворительной организации, и в 2015 году один из друзей попросил его помочь в создании нового проекта помощи детям, которые стали беженцами в результате конфликта на востоке Украины. Джеймс никогда до этого не работал за границей, но втянулся в этот проект с помощью переводчицы по имени Юлия. Несколько месяцев он мотался между двумя странами, совмещая благотворительную работу в Одессе со своей основной работой дома. Но в ту зиму сильные снегопады привели к тому, что работа в Одессе застопорилась. Делать было нечего, и тогда переводчица Юлия предложила Джеймсу познакомиться с одной из ее подруг. Этой подругой была Ирина, 32-летняя женщина. Она немедленно поведала о двух своих предыдущих замужествах и о том, почему она больше никогда не хочет выходить замуж за украинца. Несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, Джеймс говорит, что между ними пробежала искра. Несколько вечеров подряд они провели вместе, наслаждаясь ночной жизнью Одессы. Джеймсу было весело с Ириной, но они никогда не оставались наедине. Ирина едва говорила по-английски, Джеймс не знал ни русского, ни украинского. Поэтому, как и при большинстве подобного рода свиданий, при них всегда был переводчик. В данном случае Юлия, которая получала за это по $150 в день. Как ни странно, когда они были в разлуке, общаться было легче. Флиртовали они в Вайбере, где есть функция перевода. В следующие полгода они виделись каждый раз, когда Джеймс приезжал в Одессу. Они обедали в дорогих ресторанах, а по вечерам ходили в оперу. Даже в опере не обходилось без переводчицы Юлии. А впрочем, не то что близость, даже поцелуи оставались под запретом. Рядом всегда была переводчица Юлия, через которую Ирина сообщила Джеймсу, что не верит в секс до свадьбы. Он удивлялся, какие высокие моральные убеждения и насколько она хорошо воспитана. На дворе ноябрь 2016 года. С момента их первой встречи прошло 11 месяцев. Джеймс решился на этот шаг под определенным давлением со стороны Ирины и говорит, что сам влюбился, но не питал иллюзий по поводу чувств своей избранницы. Ирина ощущала себя запертой в собственной стране, была совсем не глупа и хотела построить свое будущее за пределами Украины. Так что их связь была в общих интересах. Джеймс начал платить за уроки английского для Ирины в надежде, что знание языка поможет ей перебраться к нему в Великобританию. Однако, после нескольких бесед с работниками посольства стало ясно, что для переезда придется преодолеть множество бюрократических препятствий. И тогда он принял радикальное решение – перебраться на Украину и начать там новую жизнь с Ириной. Он ушел с работы, продал дом и с подачи возлюбленной начал подыскивать себе жилье в Одессе. «Ожидалось, что мы купим жилье, потому что это придало бы нашим отношениям некую стабильность», – говорит Джеймс. «Мои друзья в Британии считали это очень серьезным шагом, но они были рады за меня, полагая, что так я смогу построить свое будущее». На самом деле это было лишь началом многочисленных проблем.
Перевод денег из Британии на Украину никогда не был простым. Украина – одна из самых коррумпированных стран Европы. Законы по борьбе с отмыванием денег устанавливают ограничения на размер денежных переводов, и крупные транзакции сразу привлекают внимание. Поэтому Джеймс не сильно удивился, когда Ирина предложила довольно странную операцию с целью получить $200 тысяч на квартиру. Вместо того, чтобы переводить деньги на личный счет Ирины, Джеймсу было предложено перечислить их на счет компании ее подруги Кристины, которая как раз занималась планированием свадьбы. Несмотря на некоторые подозрения, Джеймс все же отправил деньги на счет Кристины. Однако, когда деньги поступили на счет, события приняли сюрреалистический оборот. Ирина заявила Джеймсу, что банк разморозит деньги только в том случае, если он вступит в брак с Кристиной. Это будет чистая формальность, которую можно за 10 минут отменить в ЗАГСе, а потом расторгнуть этот брак, уверяла она. Джеймс оказался в безвыходной ситуации. Всего за несколько дней до свадьбы Ирина грозила расторгнуть помолвку, если не сможет получить деньги и купить квартиру, в которой им предстоит жить. 10 июля 2017 года Джеймс с одобрения своей невесты Ирины женился на Кристине, которая занималась планированием его свадьбы. По словам Джеймса, Ирина просто прыгала от радости, и на то были веские причины. Банк разморозил счет. И в тот же день Ирина и Кристина объявили, что все $200 тысяч были потрачены на покупку квартиры. Позже Джеймс узнал, что его новое жилье стоило всего $60 тысяч. К тому же он владел им совместно со своей законной супругой Кристиной. Через день после женитьбы на Кристине Джеймс приехал на такси уже на собственную свадебную церемонию на вилле Отрада. Он планировал сыграть полноценную свадьбу, невзирая на юридические формальности, а потом по-быстрому развестись с Кристиной и жениться на Ирине. Естественно, за все платил он. Украина – страна недорогая по европейским меркам, однако по счету, который выписал за свои услуги организатор Кристина в $20 тысяч, этого не скажешь. Человек крепок задним умом. Это теперь Джеймс знает, что все на этой свадьбе было мошенничеством. Цены были взвинчены, гостям, скорее всего, заплатили за участие в массовке. Почти наверняка Джеймс был единственным на этой свадьбе человеком, который думал, что все происходит по-настоящему. Вечером после свадьбы, когда первая брачная ночь Джеймса и Ирины казалась неминуемой, были приняты решительные меры. Джеймс полагает, что ему в напиток подмешала что-то женщина, выдававшая себя за мать Ирины. Остаток ночи Джеймс провел в больнице. Ирина отказалась с ним ехать туда и на следующий день обвинила его в том, что он напился и опозорил ее перед родственниками. Следующие несколько недель Ирина старалась держаться подальше от Джеймса, пояснив, что сама плохо себя чувствует, но Джеймсу нельзя навещать ее в больнице. Джеймс перевел ей еще $12 тысяч на медицинские расходы. В итоге все это безумие закончилось. Один из украинцев сообщил Джеймсу, что реальная стоимость купленного им жилья составляет $63 тысячи, на 140 тысяч меньше, чем он за нее заплатил. Джеймс наконец осознал, что женщины выманили у него около $250 тысяч, 2/3 всех его личных сбережений. Джеймсу удалось не впасть в глубокую депрессию. Вместо этого он сосредоточился на том, чтобы вернуть деньги и добиться справедливости. Однако ему предстояло познакомиться со всеми недостатками украинской системы правосудия. 4 раза он ходил в полицию Одессы, чтобы рассказать о том, что произошло, и предоставить собранные им доказательства. Раскрытие брачных афер, даже таких необычных, как это, не значится в списках их приоритетов. Чтобы заставить полицию принять меры, часто требуется дать взятку. Но Джеймс отказался это делать. Ирину и Кристину допросили, но, несмотря на предоставленные Джеймсом документы и требования его адвоката, дела против них возбуждены не были. Единственный позитивный сдвиг произошел после того, как брак Джеймса и Кристины был признан фиктивным. Джеймс был признан единственным владельцем недвижимости за $63 тысячи. Он не продает эту квартиру в надежде, что после окончания пандемии ее стоимость вырастет. Однако она явно никогда не поднимется в цене до 200 тысяч, которые он за нее заплатил. Джеймс уже слишком многое пережил, чтобы питать какие-то иллюзии. Он нашел новую работу в благотворительной организации и пытается двигаться дальше. Свое настоящее имя и исход этой истории он скрывает, потому что не хочет вызвать лишних вопросов у своих работодателей и расстраивать семью.